Название стрима — это «Драма 19 февраля». Сегодня очень драматичный день. Не знаю, когда еще были такие драматичные времена. Похожие какие-то все ощущения скорости того, как развиваются события, и какое-то ощущение их значимости, хотя они, наверное, более значительны. Но это сложный дискуссионный вопрос. Похоже, вот не зря я сегодня вспоминал и цитировал этого перспективного политика, похоже на тот самый мятеж Пригожина, помните? Вот. Ну да, драма, драматичный день. Давайте попробуем как-то восстановить хоть немного хронологию событий. И в этом нам поможет материал Daily Mail. Я его просто прочту и потом добавлю пару своих слов. Да, ну, в общем, это их эксклюзив, да. Джей Ди Ванс предупредил Зеленского, что он пожалеет о том, что очернил Трампа, очерняет Трампа и осудил его зверский ответ на мирные переговоры. Ну, скажем так, неодобрение. Я бы это выразил так, что Джей Ди Ванс, вице-президент американский, осудил неодобрение президентом Зеленским, да, ответ на мирные переговоры. Вице-президент Джей Ди Ванс в среду сегодня предостерег президента от нападок на президента Дональда Трампа, заявив, что очернение его на публике приведет только к неприятным последствиям. Венс поговорил с Daily Mail.com через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский обвинил Трампа в том, что он живет в созданном России пространстве дезинформации. Он где-то это сказал в комментарии CNN. Хочу сказать, что я сегодня не смотрел очень просто долго. Несколько было, скажем так, волн, да, несколько было видео по 30 минут, там, образно говоря, общение президента Зеленского с журналистами или с журналистом, да, там, в формате или интервью, или пресс-конференции. Я ни одно не посмотрел, потому что очень долго. Проще, мне кажется, по вот таким комментариям судить. Мы, в принципе, и так линию президента понимаем. Окей, экстраординарные высказывания с обеих сторон прозвучали в критический момент войны между Украиной и Россией, когда Трамп настаивает на скорейшем урегулировании. Мысль о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в публичных СМИ, ну то есть типа надавить, да, все, кто знает президента, в смысле Трампа, скажут вам, что это ужасный способ иметь дело с этой администрацией, сказал Диванс во время эксклюзивного интервью в своем офисе в западном крыле. В то же время Трамп выступил с собственной атакой на Truth Social, да. Что же это такое? Давайте я вам покажу. Ну, не обессудьте в пандан. Это просто перевод моего айфона, да. Вот. Давайте мы через этот, вы можете вот это видеть, давайте мы этот перевод с моего айфона прочтем. Вот. Подумайте об этом. Скромно успешный комик Владимир Зеленский. Если сразу подумать, это такая серьезная подача. Ну, тут нужно, наверное, сказать такую, да, не знаю, немного как-то предостеречь всех, да, что в целом стиль ведения Трампом вот этой социальной сети и аккаунта там своего, да, вот в этой Truth Social, всегда типа чрезмерно клоунский и всегда с завышенным градусом, да, то есть это отличается немного всегда от того, что он говорит официально. Но все-таки это не просто так, да, там и не ошибка. Потому что на самом деле это не первая ступень, все началось еще вчера, да, с каких-то вчерашних потужных комментариев, где, скажем так, очевидно, администрация Трампа оценила по достоинству дипломатические попытки Зеленского и сделала из этого какие-то свои выводы и, скажем так, определилась с стратегией взаимодействия и того, как они будут себя вести. И, в общем, Трамп в этой Truth Social пишет, да. Подумайте об этом, скромно успешный комик Владимир Зеленский. Да, я хотел сказать, что серьезная подача, скромно успешный комик. По-моему, президент Зеленский был охуенным комиком. И... Ну, тут вопрос, каким он был управленцем. Когда-то я на этот счет имел дискуссию с Жинкой. Да, моя Жинка утверждает, не знаю, где она там эту мысль взяла, но из какой-то условно умной книжки. Она говорит о том, что вот признак хорошего управленца — это когда его компания, его детище может спокойно и успешно продолжать существовать без него. Ну, то есть это просто мысль, да, я не настаиваю, не опровергаю, но всегда просто использовал это как аргумент, что Зеленский охуенный комик, потому что после его ухода из квартала, квартал еще до войны просто взял и умер, стал просто полнейшим говном, говнидлом вообще, не смешным абсолютно, вторичным, с охуенно не смешным юмором, ну просто погиб, непонятно почему, будто бы душу из него вырвали. Сейчас они, ну, раньше они собирали Палац Украины, а сейчас они, блядь, там в каком-то, блядь, Доме культуры на условно выступают, да, университетском. И это, в общем, это о том, что Зеленский, блядь, хороший был комик и реально смешной. Я и сейчас пересматриваю, то есть если пересматриваю «Квартал», естественно, старый, естественно, с Зеленским,
очень смеюсь, несмотря на то, что сам Зеленский забрал у нас этот политический юмор, да, запретил его. То есть, ну, в этой Украине современной такого юмора уже нет, да. Ну, тут тоже каждый спишет на обстоятельства войны и все такое, но дело в том, что прошлая власть-то президента Зеленского тоже, ну, на тот момент еще комика, тоже критиковала, что у нас-то война идет, да, вы позволяете себе такой юмор, просто это далеко не заходило. В смысле, не заходила в сторону каких-то ограничений, репрессий, но эта критика тоже была. Да, конечно, масштаб войны тогда был другой, но она все-таки была, да, были жертвы, и была Украина, ее противостояние с Россией в острой форме. Тогда это ему не мешало и не интересовало никак, и он мог позволить себе Украину там сравнивать и с велосипедами, и с проститутками, и чего он там только не исполнял. Но это просто на тему того, что Зеленский на самом деле хороший острый комик был. Подумайте об этом. Скромный, успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов, чтобы пойти на войну, которую нельзя было выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую он без США и Трамп, да, Трампам-пам. Трамп в кавычки здесь взято, и непонятно почему. Возможно, имеется действительно в виду трек Потапа, да, который сейчас выступает в амплуа Славик Балаган, Трамп-пам-пам. Возможно, имеется в виду это. Непонятно до конца, почему Трамп в кавычках и как это, блядь, вообще надо понимать. Ну, тоже тут мы понимаем, что есть манипуляция. Ну, я бы защищал президента Зеленского, да, и Украину, может, в этом контексте, но все-таки речь о президенте Зеленского. Я бы защищал, возможно, президента Зеленского, если бы это имело хоть какой-то смысл, потому что, опять-таки, вопрос начала войны и чьей-то вины в ней, он в Украине, обсуждение этого вопроса, оно запрещено. То есть это такая сильная истина, которая, ну, не обсуждается и нуждается в защите государственной. Поэтому здесь нет смысла что-то говорить, да. Українське законодавство уже все сказало законом про невиправдання збройної агресії Российской Федерации. Кстати, после этих слов неплохо было бы, если бы украинское законодавство и там какие-то, не знаю, органы, да, заинтересовались, провели какое-то расследование. Трамп все-таки порушив напрямую, очень публично и нагло порушив законодавство України. Ну, якось надо, наверное, якусь перевірку провести, хто это там репостил и так далее, правда? Я это, если что, засуджую и вообще с этим не согласен. Как я уже сказал, эта истина, она находится того, да, как началась война под защитой украинской державы. Такая, в общем, это правда, да. Да, на секунду, что все-таки, наверное, не нуждается здесь президент в защите, и не стоит говорить о том, что это манипулятивно, и что войну начали не мы, да. Но, тем не менее. Тут еще вопрос финансов, да, опять-таки, Дональд Трамп такой персонаж, как сказал уже президент Зеленский в интервью Лексу Фридману, который любит разобраться в деталях и в них вникнуть, и этим он его поразил. Действительно, мы за ним много замечали, что он хорошо, блядь, разбирается в деталях очень, и очень умело, всегда спокойно может допускать разбросы в сотни тысяч там, долларов, сотни миллиардов долларов, в миллион туда, миллион сюда жизней, какие-то все время рассказывать, ну, нереалистичные истории про Украину и про то, какое в ней состояние дел. Все города уничтожены, некие тысячелетние церкви, которых в Украине нет, да. Тысячелетние церкви уничтожены, все города лежат в руинах и так далее. Это его стиль известный. Он так вел дебаты, он так вел себя всегда публично. Мы знаем, этот дурковатый стиль меня лично раздражает, но это все-таки Америка и взгляд американский на Украину. Это важно понимать, да. В этом смысле он, скажем так, сильно отличается от других лидеров, даже тех, с кем он сейчас ведет диалоги, да, там, хотя бы от Путина. Ну, в общем, любите разобраться в деталях, поэтому серьезно относиться к там 350 миллиардов долларов не стоит. Но это тоже нам показывает, что есть заинтересованность, как минимум точно, американского государства, это Украину как-то на эти деньги, ну, я не знаю, как выразиться, нагнуть, да, в общем, как-то эти бабки там вернуть вложенные. Так или иначе, какие-нибудь, ну, в общем, деньги отбить, заработать, цель типа есть у них определенная, они это не скрывают. Да, чтобы пойти на войну, которую нельзя было выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую без США и Трамп никогда не сможет урегулировать. Соединенные Штаты потратили 200 миллиардов на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. И деньги Европы гарантированы в то время, как Соединенные Штаты ничего не получат обратно. Ну, тут нет смысла тоже разбираться в деталях. Трамп говорит в этом смысле всегда и пишет даже все, что попало, без особых каких-то угрызений там совести и так далее. Ну, пишет, блядь, и похуй ему абсолютно. Какие цифры может себе позволить, какие цифры захочет, такие сегодня и скажет, в зависимости от того, как проснулся, какая была эрекция там и так далее. В общем, это
принципе, нет смысла разбираться, насколько это соответствует действительности, насколько соответствует действительности точность в долях финансирования, потому что финансирование разное, действительно, какое-то на кредитной основе, какое-то безвозмездное, в смысле и со стороны Европы в том числе. То есть мы понимаем, что это настолько неточно, что, блядь, нет смысла с этим спорить никак. Оставим это факт-чекингу BBC, который, например, сегодня меня тоже улыбнул в этом смысле. Так вот, да, не получат, да, 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и деньги Европы гарантированы, в то время как Соединенные Штаты ничего не получат обратно. Почему сонный Джо Байден не потребовал выравнивания в том виде, что эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас? У нас, и тоже вот в своем таком стиле красивом Трамп говорит, у нас большой красивый океан в качестве разделения, да, ну в смысле, наверное, между Северной Америкой и Европой. Ну мы понимаем, насколько это в наш век техники, да, как у Аркадия Райкина, насколько это в наш век техники незначимая вещь, вот этот океан реальной защитой не выступает. Но это такое, я понимаю, что я спорю с таким глупой такой пропагандистской листовкой, да, политической. Ну, в общем, в качестве разделения. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, исчезли. Но тут переводчик перевел это как пропустили, ну там миссинг, какое-то такое слово используется, пиздил, миссинг. Ну, в общем, вот это довольно забавно, что президент Трамп всегда трактует слова Зеленского, видимо, они его как-то очень сильно задели, опять-таки, эти компании оборонные во многом, в том числе, финансировали его избирательную кампанию. Я просто к чему, что президент Зеленский в свое время говорил, что американцы трясутся, республиканцы трясутся за свои бабки. Я хочу сказать, президент говорит, да, что мы там добрую часть из этих денег не получаем, да. Те деньги, они где-то оседают в американской промышленности, в американских каких-то компаниях, где-то там, да. Уж понятно, мы не производим этого оружия, у нас нет складов с этим оружием. Нам сами эти бумажки, они не так уж и супер нужны, да. То есть мы здесь не сможем использовать, это ж бумажками там, чеками воевать не сможешь, да. И почему-то еще с того момента вот до сих пор существует вот это недопонимание, да, ну, наверное, хорошо всего понимания, просто Трамп это использует в своих интересах и вот в своей такой риторике, он все время искажает слова президента так, что президент Зеленский тупо не знает, куда пропали бабки, которые ему выделили, да, что он тупо, типа, этого не знает, и из контекста, да, Трамп это встраивает в такой контекст, что, типа, он эти деньги передали Украине, и они где-то, блядь, в Украине затерялись, эти сумасшедшие бабки. Ну, типа, где-то, иными словами, были разворованы, и президент Зеленский не отвечает и не знает, где делись деньги американских налогоплательщиков. Ну, то есть, вот такая манипуляция. Интересно, что офис президента никогда не пытался на нее ответить, хотя Трамп не первый раз так говорит, не первый раз использует этот прием, скажем так, с вот этими деньгами. Что там с деньгами? В общем, да. Он отказывается от выборов, находится на очень низком уровне в украинских опросах. И единственное, в чем он хорош, это играть с Байденом как скрипка. Ну, в смысле, играть на Байдене как на скрипке. Ну, в общем, остро, да. Диктатор без выборов. Говорит, это не я говорю, это говорит президент Америки Дональд Трамп. Пишет, по крайней мере, диктатор без выборов. Зеленскому лучше двигаться быстрее, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, что все признают, что могут сделать только Трамп, опять в кавычках, и администрация Трампа. Байден никогда не пытался, Европа не смогла принести мир. И Зеленский, вероятно, хочет сохранить пояс с соусом, ну, в смысле, видимо, поставку дальше, да, финансирование дальше. Я думаю, это имеется в виду под этим поездом с соусом. Я люблю Украину, признается Дональд Трамп, да. Но Зеленский проделал ужасную работу. Его страна разрушена. И миллионы капсом без необходимости умерли. И это продолжается. Ну, в общем, вот такой острый пост. Еще перед этим в какой-то своей устной оценке Дональд Трамп, недолго задумываясь, как это у него бывает с цифрами и того, как он разбирается в деталях, сказал, что у президента Зеленского рейтинг мизерный 4%. И, типа, вот это основной козырь сейчас киевский, что они носятся и потом, типа, блядь, это опровергают. Да. Ну, в общем, друзья, вот в такой драме и вот в таком новостном фоне проходит это сегодняшнее 19 февраля. И вот. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вообще название стрима так звучало, что драма, просто, понимаете, матерное слово нельзя использовать в названии стрима, поэтому тут такое двойственное название: драма 19 февраля или расскажи, как ты колдуна нахуй послал.
Это такой один из любимых форматов, да, анекдота для меня. Вот. Но я просто хочу сказать, что тут вопрос, конечно, что это такая реальность жестокая, да, в которой мы оказались довольно давно, и много говорили о том, что мы себя приближаем, да, к таким условиям. Э, Много говорили почему и какие факторы, мы их, наверное, сейчас перечислим, да. Но стоит понимать ограниченность, что мы можем только наблюдать, ну, на реакции внутри Украины, да, думать над ними. Ну и тут такие вещи, да, применимы только как вот сочувствие, сожаление, восхищение, ну то есть какие-то эмоциональные. Тон такой, потому что реально поделать, конечно, мне кажется, ничего нельзя. То есть я сразу скептически относился к Европе в целом, да, и ее каким-то, ее решительности в вопросе внешней политики с самого начала войны. При том, что их долго пугали, и они сами себя пугали перспективами прихода Трампа в администрацию. Трамп довольно предсказуемо, если подумать, администрацию занял, и что они предприняли, ну ничего. И если захотят предпринять, то будет долгий, в общем, процесс. Короче, в этом смысле руки связаны все-таки, да, и вот реальный коридор возможностей, он, наверное, не такой большой, да. Поэтому все и обсуждается только в вопросе эмоциональном. Ну и в любом случае, таким образом, потешно выглядит вот это единение наций вокруг флага, будто бы на нас напали, да. Ну, такое, кто-то писал о том, что это похоже довольно на начало войны, по-моему, вот этот Хрома Чимори, да. Но есть какие-то схожие вайбы, люди опять такие, да нет, как, ну, это свойственная такая вполне феномен известный, да, что наших бьют, наш сукин сын. Да, ну понятно, как я уже сказал, это мало на что влияет, но этому можно дать какие-то оценки и поделиться, конечно, какими-то своими эмоциями, да. В общем, это выглядит довольно потешно, это единение, особенно на фоне того, в какую зависимость нас президент, собственно, и поставил, да, от США своими решениями, и их мы много критиковали. Опять-таки, понимаете, вопрос этой зависимости и того, как они себя вели с первого дня войны, я об этом много говорил, в том контексте, что удивительно, вот этот офис президента, да, возглавляемый Ермаком и президент Зеленский, да, показали какой-то удивительный уровень пренебрежения внутренними ресурсами Украины. Я об этом говорил тогда в таком формате, что офис президента ведет себя как победители, как будто бы они уже победили, как будто бы они ухватили Бога за бороду, и они точно уверены в том своем будущем, что Америка просто засыпет их бабками, будет абсолютно золотой дождь из денег и вооружения, и им абсолютно не понадобятся внутренние ресурсы, им абсолютно не понадобится социальное единение, им абсолютно не понадобится политическая поддержка, им абсолютно не понадобятся финансовые ресурсы Украины, да. Опять-таки, каждый скажет, что это все мизер, хотя я с ним не соглашусь, особенно в вопросе социального единения общества и в вопросе политической популярности, да, и попытки сдерживать начало политической борьбы и бурных политических процессов внутри Украины, которые уже начали развиваться, да, и сдерживать их потом можно только уже какими-то силовыми методами. Да, и вот с этим я еще готов спорить, но да, конечно, есть вопрос ограниченности наших внутренних вот этих финансовых и экономических ресурсов. Да, он есть, но сейчас мы пришли к тому, что вам скажут, объявят скоро, что только на них и есть надежда, на нас самих. У нас два союзника, армия и флот, ну третий еще, наверное, президент Зеленский. И это довольно потешно, потому что я говорил об этом тогда, когда как-то еще на это все можно было повлиять, и был тот самый бесценный, самый дорогой ресурс — время, да, потому что сейчас уже этого времени нет, и таким образом вряд ли что-то куда-то можно развить, когда времени нет. Времени нет, и еще какие-то связанные со временем исчерпываемые ресурсы, типа там нашей живой силы тоже, да, очевидно, уже оставляют желать лучшего, чем тоже значительно сужают пространство для маневра и для каких-то таких типа бравадного такого поведения нашего во внешней политике, в дипломатии. Но тем не менее, да, пренебрежительно. Это просто, да, довольно забавно видеть это все единение потешно на фоне того, в какую зависимость они таким образом нас от США поставили, как пренебрежительно офис президента относился к внутренним ресурсам Украины. Да, экономическим, ну, то есть мы помним все эти решения государства, понимаете, просто тоже забавно еще, что многие эти люди, которые сейчас пребывают в этом эйфорическом единении, еще не так давно боготворили США, преклонялись пред Вашингтоном, что, боже, это там наши братья навек, какие же у нас охуенные общие ценности.
Ну и все такое прочее. То есть тоже вели себя довольно наивно, ну, хотя это, наверное, тогда их реакция и не должна удивлять. Просто понимаете, вопрос того, как так получилось касательно пренебрежительного отношения к этим внутренним ресурсам, на которые, как оказалось, теперь только надежда и есть. Ну, пока что еще тешатся, пытаются тешить себя и других мыслями о какой-то еще, возможно, пришедшей вундерваффе уровня европейской поддержки, да. Но, наверное, все равно закончится этими внутренними ресурсами, то, наверное, давайте перейдем к пункту того, вот какого-то моего личного отношения к этому вопросу. И лично я, понимая, естественно, понимая весь трагизм, да, понимая весь трагизм и все страдания президента, которые буквально видно, да, у него на лице сильно он постарел, понимая всю его блаженность, да, и какую-то специфическую роль не только на Руси, наверное, но опять-таки на Руси условия власти такие централизуются быстро, да, его особую какую-то, ну не то что магическую, да, но очевидно такую надполитическую связь президента с народом, которая, конечно, была, есть и будет всегда, да, вот есть какие-то политиканы, есть чиновники, есть еще какие-то плохие люди, есть вот президент. Все-таки у него всегда особая связь с народом, эмоциональная. Я думаю, вы понимаете, о чем я, да? То есть это не только что-то магическое, да? Понимая, в общем, все эти вещи, понимая эти страдания, опять-таки, вопрос этих страданий, наверное, тоже во многом лежит и в плоскости той централизации, которую они провели за время вот этой каденции, да, которая у них сложилась. То, как централизовалась власть, и то, как много стало зависеть от воли малого количества людей, да, это оказало на них, наверное, довольно сильное давление. Ну, в общем, понимая и осознавая, типа, и все страдания, и весь драматизм момента, и осознавая, конечно, специфическую эту связь, безусловно, народа с правителем, эм, безусловно, также не сомневаясь совершенно в благих намерениях, которые, безусловно, заключаются в мотиве основном победы Украины, да, это выгодно, очевидно, и всем элитам Украины, президенту непосредственно, если речь идет о нем, безусловно, там, с какого бы мы ракурса на это не посмотрели, и как бы мы ни представляли, ну, кроме самых завиральных каких-то и конспирологических теорий, что президент Зеленский там российский шпион и договорился в Омане, за исключением шизофренических таких теорий, то с какого бы мы ракурса ни посмотрели, каким бы мы циником его ни представляли, конечно, ему нет смысла ни желать, ни хотеть максимально победы, да, в этой войне, и какого-то максимально широкого успеха. Вот. В общем, не сомневаясь, если быть точным, то веря, да, что это не какой-то актерский талант, а все-таки, да, веря в желание этой победы, вот, все же я, конечно, не могу себе позволить, не могу вызвать в себе эмоции, конечно, сочувствия к нему в этих условиях. Потому что, как я сказал, да, весь дискурс, он сложился в такую плоскость эмоциональную, типа люди признаются в любви президенту. То в этом смысле, наверное, только вот что-то такое эмоциональное и можно сказать. Так вот, все же я не могу найти в себе эти эмоции, найти в себе эти силы сочувствия к президенту в это тяжелое время. И на то, на самом деле, есть множество причин, которые я много раз уже озвучивал, но основные из этих причин, да, если кратко, то, наверное, перечислить стоит для тех, кто нас не так давно смотрит. То, вы знаете, я всегда настаивал на том, что истинность, да, и честность вот в этих намерениях, в смысле приблизить победу Украины, да, это, конечно, очень жестокая реальность и несправедливая, но истинность и честность в этих намерениях, в смысле победы Украины, она, конечно, никак не отменяет и не снимает ответственности президента пред народом Украины и меня, как все-таки представителя этого народа, за допущенные ошибки, о которых мы говорили, которые были видимы мне, но почему-то игнорировались ими, да. Да, ответственности за допущенные ошибки, как во внешней, в общем, так и во внутренней политике. Где-то они вызваны, ну, знаете, такой глупой гигантоманией, за которую я всегда офис президента критиковал. Эта гигантомания скажем так, в восприятии политической перспективы Украины, ее политического будущего, это как раз именно то, о чем я говорил, да, что будто бы они ухватили Бога за бороду и знают точно на 100 лет вперед, что Америка будет бесконечно давать бабки, и никакие там особо космические внутренние ресурсы, в первую очередь политические, да, и социальной какой-то едности, да, не понадобятся. Выражалось это в том, что взгляд на будущее Украины был
Ну, наверное, лет на 100 вперед, да. И, конечно, когда ты мыслишь категориями столетий, да, ну, категориями множества десятилетий, типа там 5 десятилетий, да, поколений вот таких, то ты, конечно, невольно упускаешь перспективы там, как бы дотянуть до вот там следующих 5 лет, вот какие-то такие более приземленные. Вот эта гигантомания во многом, мне кажется, сыграла очень плохую роль в судьбе Украины, потому что они кинулись пользоваться возможностью начала войны. Да, кинулись пользоваться возможностью начала войны для решения каких-то глобальных, стратегических, на их взгляд, нужных, безусловно, решений, да, проблем Украины, ее культурного состава, ее культурной картины, в смысле, естественно, языковой, ее религиозной картины, ее политической картины глобально. Это был неправильный расчет, мне кажется, они загнали себя в этом смысле, они поставили себя в этом смысле в более слабое положение. Я уже молчу о том, что такой большевистский подход, в целом, да, эти инструменты, которые в нем использовались, они не могут быть справедливыми. Они были нечестные, они были несправедливые, они игнорировали какие-то базовые, на мой вкус, да, по-моему, базовые права человека, права на родной язык, права на веру и так далее, права на свободу слова, в общем, игнорировали какие-то самые обыкновенные ценности, это не может быть справедливо. Но помимо этого, это еще и вредно было, безусловно, и они в этом убедятся, безусловно, да, это просто я описываю лично, почему я не могу, конечно, сочувствовать в этот тяжелый момент и пребывать в этом эйфорическом состоянии любви и поклонения, единения вокруг флага этого, да, под этой злобной атакой Вашингтона. Ну, в общем, да, где-то они вызваны, в общем, такой ебанутой мегаломанией и гигантизмом вот в этой принятии решений в политике, да, будто бы все уже решено, и мы уже будем ковать ту Украину и то, как она будет выглядеть через 50 лет. Это была ошибка, и она дорого стоит нам всем. Где-то такие ошибки, да, были вызваны каким-то желанием, сиюминутным желанием укрепить и стабилизировать, поддерживать свою власть, ну и доминирование своей политической силы тоже. Если проследить этот весь процесс более пристально, в более мелком масштабе, да, как мы под микроскопом, как мы и делали каждый стрим, то мы увидим, что там тоже было много и нечестных, и несправедливых решений, и решений, которые попирали наше право, да, которые им пренебрегали, и, в общем, много каких-то других некрасивых вещей, которые были направлены просто на поддержание и укрепление власти своей, на ее централизацию. Опять-таки, последствия этого вообще сложно оценить, потому что понятно, что от централизации власти ее эффективность, ну, на мой взгляд, деградирует, да, чем меньше людей принимает решения, чем меньше там полифония этих голосов, чем меньше там каких-то независимых, амбициозных, технократичных кадров, тем, наверное, политика будет по итогу хуже, да. Может быть, сейчас где-то там Дмитрий Кулеба, может, он бы им что-то подсказал, но Дмитрия Кулебу сняли, теперь там сидит Сивох, который просто молчит. Ну, это просто как один из таких довольно грубых примеров, да, и все-таки ответственность за это не снимается с президента, несмотря на его там искреннее желание. Искреннее желание. Ну, в общем, да, стабилизировать доминирование своей политической силы, да. Где-то просто со страхом пред своим народом, пред народом Украины, да, то есть какие-то вещи, направленные просто на цензуру, на страх, да. Нужно ли говорить, что народ Украины это вообще все-таки, ну, народ Украины, той Украины, которую мы подразумеваем под тем, когда говорим территориальная целостность, да, все-таки и юг, и восток нашей страны, это все тоже также народ Украины. Да, ну и типа, вот и как бы из-за чего весь сыр-бор, да, когда мы говорим все-таки о территориях, то сами-то территории это важно, но все-таки это и люди эти в том числе, да. Об этом тоже нельзя не сказать в контексте всех принятых решений, вот, и тех решений, которые я считаю ошибочными. Да, ну, в общем, ну, поскольку вот весь этот дискурс, да, в социальных сетях, в обществе выстроился, ну, вернее сказать, что он, наверное, не выстроился, а деградировал, да, от какого-то не самого адекватного восприятия себя, как обычно, куда-то в плоскость признаний в любви, признаний в чувствах президенту. Ну, вы знаете, на самом деле довольно манипулятивная обычно форме, да, в том смысле, что под этим я подразумеваю, да, что обычно в более манипулятивной форме, мол, мы, народ, типа, любим президента своего, да. Отдельный здесь угар тоже вызывает то, что мы, народ, сами решаем этот вопрос.
Я довольно с иронией к этому отношусь. Конечно, я считаю тоже святым выбор народа Украины и тоже когда-то об этом говорил, будь то выборы президента, будь то выборы еще чего-то. Правда, тогда это говорил как раз в контексте влияния американских денег на Украину, да, и еще старой администрации. И их желание как-то влиять на структуру, да, вот на державную архитектуру Украины, да. Одно время они рекомендовали трансформировать службу безопасности Украины, да. Служба безопасности Украины — это такой личный, силовой, карающий меч президента Украины, да, который реально подчиняется ему непосредственно. И они, ну, это на Западе не всех устраивало, делало из президента слишком сильную фигуру. И они требовали, ну, где-то такое мелькало, требовали ее как-то трансформировать там и повыводить какие-то вещи из ее ведома финансово емкие, да, на которых они там зарабатывают. Ну и в целом сделать немного другую специфику кадровых назначений, менее зависимую от президента и более зависимую от каких-то очередных так называемых независимых наблюдателей западных, да, по типу того, как у нас суды выглядят. В общем, тогда я президента защищал, да. Ну и, в общем, это к чему, что, несмотря на святость этого выбора, надо, конечно, понимать, что выбор по принуждению, да, выбор без альтернативы — это не выбор. Да, как выбор платить, не платить налоги — это не выбор, потому что не платить ты их не можешь. То есть гордиться этим выбором бессмысленно. Точно так же, как и президент говорит о том, что выборы никто не требует, их требуют только в России, но те, кто с этим, это хорошие слова, да, можно было бы описать, почему выборы вредны, что выборы полностью, блядь, уничтожат нахуй Украину. Она из того состояния, которое есть сейчас, превратится в полностью необороноспособное нечто, да, полностью, что называется, разложится. Он бы мог и это сказать, да. Но нет, у него, видимо, другие ценности. Он сказал, что тех, кого это не устраивает, те могут уебывать, могут менять гражданство. Мы даже не будем вдаваться в тонкости юридические того, что от украинского гражданства охуенного отказаться нельзя. Его может только лишить президент, и то есть ты его политический оппонент может там своими указами через Раду национальной безпеки и обороны лишить персонально тебя громадянства, как он и делал с своими какими-то политическими оппонентами или с оппонентами по каким-то большим деньгам, или бизнесу каких-то людей из офиса президента, да. Эту деталь мы даже упустим, да, юридическую касательно гражданства. Мы просто остановимся на том, что он этими словами нас унижает и лишает выбора. Это просто важно понимать. Также и здесь смешно читать, конечно, когда люди в контексте того, что выборы даже не обсуждаются и не считаются допустимыми, да, потому что президент легитимный, это там законно доказано и все такое, пытаются почему-то изображать то, что они могут, блядь, на этот процесс повлиять. Это можно было бы изобразить так, как эти люди, которые так пишут, да, ну там условный Лоченков, да, какой-нибудь. Это как если бы он хотел, например, ну простите за такую дикую аналогию, но это как, например, если бы он очень хотел сосать мой пенис, да, очень хотел, типа у него есть лютое желание, да, и вот он берет сосет, но при этом я пистолетом ему угрожаю, говорю соси. Уже не по любви нихуя получается. Уже нет смысла говорить, что ты хочешь. Какая разница? Может, твое хочешь продиктовано этим страхом и так далее. Просто чтобы отобразить этот пример выбора без выбора, да. Это важно понимать, что это тоже довольно унизительно, и читать это все смешно, типа там, товарищ Сталин, спасибо за счастливое детство, там, мы вас любим и мы вас поддерживаем. Ну вот в таком контексте, да. Несмотря на то, что я все время настаивал на том и спорил с людьми, когда это было менее остро и более актуально, что сам процесс выбора Украину уничтожит, да, и нет никаких шансов, что что-то от смены власти в Украине поменяется, потому что уже, ну, стадии такие довольно поздние, тут уже нечего особо менять, может даже более справедливо будет, если действительно весь этот путь президент пройдет от начала до конца, да, с полной ответственностью. Ну вот. Да, но это вопрос загадывания на будущее. Сейчас мы все-таки говорим об эмоциях, потому что все перешло в плоскость эмоций. Вот. Ну, в общем, да, мы народ, любим президента. Ну да, я хотел сказать, что манипулятивность, конечно, что мы, да, не мы, а вы, а конкретно ты, это тоже важно. И вот это писать, что мы народ захотим, то захотим это смешно, да. Ну, в общем, так вот, поскольку дискурс, он такой стал слезливо-чувствительный, то и я в этой манере, да, слезливо-чувствительной скажу, что я, конечно, считаю, что президент Зеленский совершил большой и страшный грех. Ну, лично для меня, да. Он предал своих избирателей, и он изменил своим предвыборным обещаниям. Это если просто говорить вот о вопросе эмоций, о таком чувствительном, типа «Боже, я вас люблю». Где-то видел смешную нейросетевую гифку, не ту, о которой вы подумали, где президент в роли Кашпировского валяет людей, а Гордон говорит «освободите ряды». Это даже не гифка, а видео. Другую, где там известные картины, где Ким Чен Ын выходит из воды, а северокорейские какие-то солдатки специальные, да,
там падают, блядь, в обморок, плачут и все такое. Ну, вот такая была гифка, только там Зеленский, да, и вот да, если пытаться быть на одном эмоциональном уровне с этим порывом, да, и говорить словами такими, как любовь, обида и так далее, то, конечно, за это я испытываю обиду и более того считаю, что какой-то большой страшный грех, да. При том, что спорить с этим можно очень долго, и я очень долго с этим спорил и говорил, что не до конца понятно, что в голове у президента изменилось. Что изменилось в нашей стране, да? Да, изменился внешнеполитический контекст с этим нападением. Но что конкретно в структуре нашей страны изменилось до того, что понятие справедливости, понятие каких-то базовых прав в голове у президента трансформировалось, да? Из того человека, который сидел, действительно был моложе, да, сидел на интервью у Гордона и рассказывал про языки и про то, что надо просто перестать стрелять, там, собраться и договориться где-то посредине. Как он из этого... Я не говорю, что там надо было договориться, это сложный вопрос, да. Я просто пытаюсь понять, как человек из этого деградировал до того, что потом уже на интервью у Лекса Фридмана, на других интервью также, он в ответ на вопрос языковой, да, о русском языке в Украине, он начинает рассказывать о том, пытаясь оправдать репрессивную политику, он рассказывает о том, что ну, Путин вообще, блядь, вы знаете, что Путин вообще истребляет жителей Юго-Востока Украины бомбами? Не, ну это правда, но пытаться этим оправдать свою политику, это как-то очень странно, и более того, это нелогично. То есть это помощь, типа, ему в этом истреблении, или в чем, блядь, в чем суть? Ну, в общем, я считаю это просто большим грехом, да, и лично за это конкретно я на него обижен, потому что помимо этого, мне кажется, это будет играть еще довольно такие долгосрочные иметь будет последствия для Украины, да, кроме того, что неизвестно, как вообще теперь будет выглядеть это электоральное ядро президента, да, неизвестно, каким политическим силам он открывает двери в будущем, да, потому что он ватную эту уже все разыграл карту, теперь ее будет разыгрывать кто-то другой, и как это аукнется Украине, не до конца понятно. Намного лучше было по-другому. Помимо того, что это несправедливо и неправильно, да, предавать своего избирателя. Помимо всего этого, это еще очень сильно подорвало доверие украинцев, это я вижу по своему личному опыту, это очень сильно подорвало доверие украинцев в целом к этой всей вообще системе, да, политики, демократии электоральной, да, и отношение их к праву голоса немного изменилось. Отношение их к своему голосу в политическом смысле изменилось. И это тоже, ну не знаю, с политологической точки зрения это хуево. Может, с либертарианской хорошо, что люди менее теперь доверяют таким вещам и не превозносят их в ранг чего-то, да, что вот политики нет, но как выборы, нам надо всем сейчас, блядь, мобилизироваться, напрячься и тогда все изменится, да, потому что, конечно, когда люди так на этом зацикливаются, ничего хорошего обычно из этого не выходит, да, по итогу они остаются обманутыми, но все-таки с политологической точки зрения ничего хорошего в снижении такого доверия его нет, да, и не до конца понятно, как социологически это можно проверить в силу множества проблем, да, социологии известных. Да, ну, в общем, не до конца понятно, почему он себя так повел, что реально изменилось в его голове конкретно, да, и в его системе ценностей. Но понятно, что результаты этого не то, что мы их даже наблюдаем, да, мы их еще будем наблюдать, я бы это так сказал. Ну и в общем вот так, в этом смысле его власть такое теперь для меня представляет. Да, переходим дальше. Также не менее смешно и потешно, конечно, выглядят попытки доказать кому-то, блядь, свою легитимность, да. Законность, там, рейтинги, попытки, блядь, подключить какую-то группу ломов, типа, короче, какую-то группу поддержки из мэров, блядь. Я видел, что мэр Ивано-Франковска там. Я помню, что вот в начале каденции президента Зеленского, вы помните такие времена, тогда, когда он только пришел к власти, мэры, лояльные прошлой политической силе, да, Порошенко, помню, что не хотели исполнять указы какие-то президента и отправляли в Киев какие-то там вот умы недоверия свои, что они не хотят, не считают это там законным или что-то такое. Было и такое время. Но сейчас какое время? Да, мэров каких-то, блядь, херов, короче, ломов, там каждый кому не лень. Вся эта бригада, которая собирается на той гифке, кто понял, тот поймет. Лаченков, Гороховский, да, ростовщик пишет, что ну це вже пиздец. Человек вот начал учить украинскую мову с учителем, блядь, с началом войны, да. Ну, в общем, короче, даже не хочу давать этому какие-то оценки моральные, да, его банку, но в любом случае просто кто находится в этом лагере, да. Колесников,
тоже даже ничего не хочу говорить. Человек уже даже и не работает в Укрпоште, да, куда его пристроили на синекуру. Это потрясающе. Ну, в общем, вся эта известная группа поддержки офиса президента, все, до кого они могут дотянуться в том или ином виде, да, все, до кого они могут дотянуться в том или ином виде, в смысле каких-то рычагов силы или еще какого-то влияния, или вот такая группа лояльных им каких-то буквально лидеров общественного мнения, да, там на финансовой зависимости или просто, будучи их какими-то изначальными проектами, все нам сейчас, типа, клянутся в верности президенту, доказывают его важность, но, видимо, настолько, типа, непогрешима это его популярность, да, и настолько не нуждается в доказательстве его легитимность, что приходится использовать эти инструменты. Самое главное, непонятно, типа, блядь, зачем. Они меня или тебя, или кого-то из вас, не влияющих никак, не могущих никак там инициировать эти выборы, да, то есть они уже признали то, что сейчас власть президента законна, и все. Ну, то есть означает, выборы на данный момент их не будет, да. И в этом контексте не до конца понятно, зачем и кого они пытаются убедить. То есть они пытаются вот того, блядь, клоуна, да, Дональда Трампа убедить, который, блядь, там у него зазоры в цифрах в миллионы, нахуй, да, он постоянно несет какой-то бред. Тут он всего лишь на какие-то там десятки процентов преуменьшил рейтинг президента. Вы не поверите, на полном серьезе русская служба BBC, да, ее факт-чекинг выпустил опровержение того, что Трамп не прав. Да ладно, блядь. Да ладно, почему Трамп не прав, они так и написали. Я не сомневаюсь, что он не прав, просто президент пытается вот это все, это он пытается доказать Дональду Трампу, типа вот этими, через вот эти инструменты пытается ему доказать свою легитимность. Человеку, который там, блядь, загибает такую хуйню, я думаю, ему вообще глубоко поебать. Даже если бы поддержка президентская была 100 000%. Более того, конечно, я не могу не заметить с политологической точки зрения, я скажу, что я не считаю президента там военным диктатором, хунта, еще что-то. Это все неважные абсолютно оценки в тех обстоятельствах, которые сложились. Это далеко наш, очевидно, не самый страшный ужас, да. И также я хочу еще раз повторить, что я не сторонник выборов, да, и считаю, что выборы уничтожат Украину полностью, да, сделают ее совершенно уже непригодной дальше ни к какому существованию в том контексте, который сложился, да. Да, но при этом не могу не сказать, что с политологической точки зрения в целом-то рейтинг одобрения вот этот, да, им никак невозможно, скажем так, им никак невозможно опровергнуть или доказать диктатуру, да, как таковую. То есть у всех-то диктаторов, наоборот, нихуёвый рейтинг поддержки. Потому что, блядь, диктатура это не рейтинг сам из себя. Рейтинг это просто замер какой-то социальных настроений, да. Мы должны понимать, что в диктатуру, да, страну превращает, скажем так, узурпирование информационного пространства, да. То есть какое-то исключение из него своих критиков, ограничения на критику, эксплуатирование административного ресурса, эксплуатирование финансового ресурса казенного, в пользу своей политической силы, да, то есть когда ты за деньги казны под прикрытием каких-то национальных проектов, да, государственных, там, ну, какого-то общего радиовещания государственного, да, ты превращаешь эти инструменты в пропаганду своей политической силы и своих политических достижений, да. Или когда ты еще какую-то другую реализацию финансов государственных записываешь на свой счет. То есть деньги-то общие, казенные, это твоя работа, но ты из этого делаешь как бы себе рейтинг, при этом ограничивая параллельно всех других. Таким образом, ты популярность свою не то что можешь все время удерживать на уровне 50%, ты ее можешь, блядь, наращивать. По мере того, как ты истребляешь, скажем так, других оппозиционных политиков, да, значимых фигур. Недавно вот были введены санкции на Петра Алексеевича Порошенко, да, бывшего президента, одну из самых значимых, если не самую значимую оппозиционную фигуру в Украине. Вот. Конечно, по мере того, как ты, скажем так, отключаешь, убавляешь громкость, да, тем или иным способом, эксплуатируя обычно государственные инструменты какие-то, да, административные, убавляешь громкость оппозиционных сил, исключаешь их, исключаешь таким образом критику себя какую-то, да, делаешь ее невозможной и рискованной, то твоя популярность будет охуенная и будет расти. У Владимира Владимировича Путина вообще там, блядь, говорят, популярность ебейшая. Это я просто к тому, что на самом деле это рейтинг, в общем, с диктатурой никак не связан. С ней связаны какие-то другие решения, да. Ну, тут не важно, какое мы определение отдаем диктатуре, просто важно понять, что это слабо пересекающиеся вещи, да. Все-таки стоит ориентироваться на вопросах того, как выглядит информационное пространство в смысле политики, да, что оно из себя представляет.
То есть куда там тратятся деньги, за счет чего существуют некоторые, скажем так, лидеры общественного мнения, лояльные доминирующей, действующей политической силе, правда? Стоит смотреть на то, как выглядит оппозиционная деятельность в этой стране. Ну, это просто вставить ремарку, и все. Да, также я не могу не сказать, что вот этот вопрос, мы тоже его когда-то обсуждали, еще когда это было модно, вот этот вопрос легитимности, нелегитимности, как говорил сам президент Зеленский в номере про Януковича, я президент легитимный. Я президент легитимный, ну да, наверное, будем подразумевать легитимность, это очень широкий термин, который может там какое угодно вызначение иметь, да, ну, наверное, под легитимностью будем подразумевать там по Веберу законность, да, законность власти. Все разговоры о законности власти президента Украины, они, конечно, в пользу бедных, блядь, потому что, ну, что по сути вызначает законность влады, да, что по сути определяет законность или незаконность власти? Ну, Конституционный суд Украины, наверное, который полностью от них зависим. То есть, как они скажут, так и будет. Это и все. То есть, это абсолютно бессмысленный разговор. Я уже молчу о том, что это все, ну, никак реально, вот, по сути, на наше уже будущее не влияет, да, потому что мы зависим от каких-то других глобальных процессов, и на полном серьезе это обсуждать бессмысленно, но люди обсуждают, реально кто-то пытается доказать, там, какие-то спорят на тему каких-то юридических закорючек и слов в Конституции. Это все реально очень мало имеет смысла в сложившихся обстоятельствах. По, наверное, уже озвученным выше причинам. Вот. Так что мне, честно сказать, сложно понять вот эту всю кампанию, которая происходит. То есть, возможно, президент и офис президента и политтехнологи там боятся атаки оппозиции, да, которая у них вся за яйца плотно взята, да. Но, тем не менее, удивил немного Гончаренко губатый, да, который говорил в свое время, что мы не дадим в обиду русский язык, мы заставим себя уважать. То он, как и тогда, когда на Петра Алексеевича ввели санкции, нужно сказать, что довольно иронично, да, касательно тоже каких-то личных качеств президента Зеленского, да, и как нам нужно его любить или не нужно, что в скорости после того, как в начале февраля Петр Алексеевич в очередной раз на фоне какого-то обострения с офисом президента отношений сказал о том, что он против выборов, и сказал, что единственным победителем в этих выборах выйдет Владимир Путин, в выборах в Украине, он был полностью прав. За это ему офис президента вполне честно и искренне, заслуженно наградил его санкциями в скорости после этого. Но это не мешает людям его все равно цитировать. Ну да, нужно отдать должное, что тогда, в тот же день перед введением санкций, Гончаренко, депутат от Европейской солидарности в украинском парламенте, ну то есть из силы Петра Порошенко, выступил тогда с такой речью, что Украина это концтабор, блядь. Это я сейчас цитирую Гончаренко, я так не считаю, если что. Да, и типа там З строит КНДР. Ну, в общем, какие-то такие наборы лозунгов, но которые, скажем так, наше ухо не привыкло слышать от официальных лиц, а еще и от депутатов Украины народных. Вот. Я это к чему вел, что это забавно перекликается с тем, какую сегодня цитату концлагерную, знаете, как есть лагерные песни, лагерная лирика, вот так есть концлагерная. Концлагерную цитату запостил сегодня, непонятно на что намекая, Андрей Борисович Ермак, да, глава офиса президента. Ну, в общем, я это все к чему вел, что Гончаренко сегодня, ну, наверное, единственный голос, который я увидел, который пытается, ну, что-то в своих интересах использовать, да. Опять-таки, офис президента не стесняется обстоятельства использовать во внутренней политике в свой интерес, А вот оппозиция стесняется, она там на каком-то морозе, на самоцензуре, ну, понятно, это самоцензура, это, конечно, страх. Но, снова-таки, это все вопрос не то, что там как-то кардинально влияющий на наше будущее. Конечно, политическая борьба плохо, но а что сам офис президента сделал для того во внутренней политике, чтобы эту политическую борьбу ограничить? Нихуя. Они ей вполне себе подыгрывали. Они всем во внутренней политике доказывали, что с нами лучше не заигрывать и не шутить, что мы очень жестокие и настроены реально очень решительно. Ну, в общем, это просто мои размышления на этот счет. Да. Так вот, да, это я просто все, как мы заговорили о Гончаренко, это я все пытаюсь понять расчет офиса президента, нахуя они через все эти канализационные трубы доказывают вот эту информацию. Дональду Трампу, очевидно, на нее похуй. У него свой интерес, он услышал позицию Зеленского, он с ней не согласен, и он теперь давит через вот такие инструменты. Возможно, это часть, да, там, договоренности с Владимиром Путиным, я этого не знаю. В контексте этого обсуждения это особо и не важно. Просто выглядит забавно, что президент нам доказывает,
хотя его обвиняют в нелегитимности Дональд Трамп, да, там, и обзывают диктатором, он нам доказывает, что это не так. Это просто довольно потешно. Ну, наверное, опасаясь каких-то внутренних волн, типа того, что кто-то из оппозиционных сил захочет этой ситуацией воспользоваться, как ему много раз они это и обещали, да, правда, он их посадил по тюрьмам после этого. Да, как там нардеп Шевченко, да, например. Ну, в общем, вот так, друзья. Да, в общем, я все сказал. Читаю ваш чат, друзья. Спасибо тем, кто смотрел. Удивительно, что вроде было в начале много людей, но, наверное, как-то слишком нудно и долго я рассказывал, люди разошлись. Ну, прости, друзья, сегодня немножечко я чуть иначе подошел к процессу. Сегодня я все мысли почти слово в слово сразу написал в блокнот, чтобы их не забыть. Потому что тема болезненная, я все время к президенту, как я уже сказал, по той причине специфической связи президента с народом, да, как то и царя, императора с народом и так далее, все-таки как-то по-любому по-другому отношусь. Ну, не могут его страдания, опять-таки, я не берусь даже говорить, я человек, скажем так, очень недоверяющий всему, да, очень критически ко всему относящийся, на уровне с какой-то паранойей, да, поэтому я, конечно, в полной мере не могу доверять, не исключаю того, что это такая, может, актерская игра, и, может, его все время гримируют под старика, но все равно не могу не поддаться его страданиям, да, и они там, как страдания Христа за все наши грехи, конечно, подкупают, но все-таки всего остального не отменяют, и я пытался эти, скажем так, порывы своей души изложить как-то сглажено, и чтобы это не выглядело по итогу как-то так, что там «спасибо, товарищ Сталин, за счастливое детство». Ну и да, возможно, из-за того, что я это читал, да, потому что все-таки почерк у меня откровенно очень хуёвый, то получилось как-то аутично, как у Илона Маска по накурке. Ну и в конце концов, тут мало аналитики, здесь скорее я делюсь своим мнением. Да, друзья, фінансово підтримайте, щоб потім грев я мог себе какой-то, да, там, провести туда. Как Тесак паковал, помните? Да, а может, Ледина собираем на VIP камеру на Лукьяновке. Так что, друзья, донатьте, финансовая поддержка — это основная моя мотивация. Да, ну а пытаться, нужно ли говорить, что не даю оценку действиям президента, в смысле вот этим ситуативным, не знаю, там, как там, блядь, распетляться из того, что случилось, в смысле, правильно ли он делает, что ищет еще где-то спасение, или неправильно, я, блядь, не знаю, короче, не обладаю ни полнотой информации, ни... Плохо ссориться с Америкой, а есть там выходы? Нет, я не знаю. И вообще, насколько это важно, до конца тоже не понимаю. Що думаєш про ідею, що Трамп підсосався до РФ, щоб відірвати її від Китаю? Ну да, много раз говорили эту идею, это похоже на правду. Да, почему-то Трамп решила перевести. Я вот не пойму, в чем болезнь переводчиков? Уже такой век нейросетей, там все, блядь, переводится. Любой переводчик открываешь, полная какофония набор букв. В чем, блядь, проблема? Что там, нельзя что-то интегрировать где-то? Как-то. Да, почему-то переводчик на айфоне решил, что Дональд Трамп — это Дональд Козырь. Это те самые козыря, которые он выбросил, выкинул на стол Путину еще перед переговорами, я так понимаю. А 4 км между Аляской и Рашкой. Ну, наверное, он не это имеет в виду, правда? Не Берингов пролив. Понимаю, да, что типа реально расстояние между ними немного. Но все-таки там не так все инфраструктурно нагружено, да. Со стороны США это Аляска, да, все-таки не Вашингтон, не Нью-Йорк там и так далее. Не Чикаго какой-то, не Техас, да, там, не Хьюстон какой-то и так далее. Со стороны России это тоже какая-то глушеперть. Анадырь, да, охуенно. Разбомбят Анадырь, что пиздец тогда будет. Ну, могут же за него вести соцсети. Ну, точно за него ведут, но очень умело. Точно как он. Наверное, с голосовух его записывают, я думаю, с войсов. С таких войсов, как один человек... Ну, простите, я знаю, заебал уже эта история, но она меня сильно насмешила, да. С таких войсов, как человек нам в чат скинул вчера. Не доебуйся, сам, мабуть, в математиці. Ні, може в математиці слабий, но я бы такого не исполнял, да, типа там, не называл бы цифры от балды. Ну, хотя тут, конечно, если ты царь, блядь, планеты, можешь позволить себе что угодно. Швейцарская гвардия репетирует марш на случай возможной кончины Папи Римського. Хорошо. В цей момент президент Зеленський на переговорах з Ердоганом в Турції, а потім полетить в Саудовскую Аравию. Но он вроде сказал, что он 10 марта аж полетит в Саудовскую Аравию. Ну, может, уже все переменилось. Я, Рюклюфан, блядь, довольно доходчиво и развернуто объяснил, что я имел в виду под внутренними ресурсами. Социальными, политическими, ну, социальным ресурсом, как в смысле социальную едностью, про которую они сейчас кричат и к которой они сейчас призывают.
Под политическими я говорил, що имел в виду, да, попитатися відтермінувати момент початку гострої політичної боротьби, до якої-либо політичної боротьби, вона началась с офиса президента, между тем, да, и с их аппаратных игрищ. При этом, опять-таки, не гнушаются они разных инструментов в этой политической борьбе, чем, конечно, всех ставят в серьезное положение, которое с едностью слабо ассоциируется. Вот. Ну и да, религиозную в том числе, конечно. Не, надо було Артемчук не під кого не лягати, и я этого не говорил. А вот то, что случилось, це печально. Правильно ли я понимаю, что до договорняка мы так же далеко, как и месяц назад? Или еще есть надежда? Но я не знаю, я-то в этом смысле то, что раньше говорил, то и говорю сейчас, да, что противоречия сторон войны Украины и России очень серьезные. Но еще есть наша зависимость от США, также очень серьезная. Ти знаєш, Артемчук, я не кажу, що в комусь є проблема, я поділився своїми емоціями, що я відчуваю. Тому що всі обсуждають емоції, і вопрос каких-то там вещей, связанных с эмоциями. Люблю, не люблю, за все спасибо, совсем согласны. Бля, я офаю, ти істрібляєш, їбать, мабуть, в РФ демократія тоді, якщо тут диктатура. Я ні слова про РФ не сказал. Российская Федерация давно находится на пути построения автократии, он ее там благополучно построил. Наоборот, это очень удачный пример, чтобы смотреть, как это выглядит и какие там рейтинги поддержки и все такое. Не пойму, как это связано с нами, да. Ну, я не знаю, если по-вашему посадки политических оппонентов, использование административного ресурса телефонного права, использование средств массовой информации державных в свою пользу. Если это все для вас типа не подходит под это, то хорошо, это ваша оценка, идите дальше, клянитесь в верности. Сука, ну мудила, пиздец. А, да, еще Трампа я не выправдовываю, это президент другой страны, мне вообще похуй на это, то есть как скажет, видать, так и будет, и ничего с тем тут не поделаешь. Ну, можем по-разному к этому относиться, но вопрос и доли их в нашей военной поддержке, блин, критичний, да. Ну, тут вопрос тільки емоцій, я ж говорю. Зеленський сказав, що може по Києву поводити, щоб у людей попитали про підтримку. Ну да, я чув це. Как Борису Джонсону, да. Подходив мужик. Трамп ще запустить Північний поток 2 і політичну Європу це ще захлине, тоді ще лайна похаваємо. Но он був противник этого, да, по своїм причинам енергетичним. Складається враження, що Трамп стоїть перед дилемою, як від нас позбутися, але не видавати це як поразку. Думаю, він зараз на етапі передачі фінансування за цей перспективний проект Європі. Якщо після передачі пройде достатньо часу, це не буде виглядати як програш США, а лише Європи. Ну, навірно, це ж все-таки все це такі глобальні категорії. Ну так об этом і пишуть. Ти надто мало сказав Трамп хуйсос, ліваю. Я кажу Трамп хуйсос, Трамп хуйсос, Трамп хуйсос, Трамп хуйсос. Там, блядь, дуралей. Все время говорил, что Трамп мне особо не нравился. Ну, тоже нужно, конечно, понимать, что если мы его сравниваем и, скажем так, его, да, и это все в разрезе влияния на Украину, да, его и прошлую администрацию, ну, то было нихуя не круто. То вело нас к постепенному поражению. Да. Более того, можно сказать, что то время администрации Байдена, то было то временное окно, которое реально могло переломить войну в нашу пользу, если бы у них было больше решительности. Потому что и мы тогда были значительно лучше во всех смыслах, а самое главное, наверное, в смысле мобилизационном. Но это тоже мой взгляд, и я вам его не навязываю, можете считать иначе. Фу, блядь, так, как думаешь? В итоге, да, не думаю. Сырский. Интересно, кстати, да, обещают, что, ну, есть такая версия вроде, что Кит Келлог встретится с Сырским. Интересно тоже, представьте этот разговор. Бильд. Ведутся переговоры, ну, Бильд мы знаем по мощным нахрюкам, ведутся переговоры о выводе войск США из всех стран Европы. Присоединишься к альянсу НАТО после 1990 года, что является одной из целей переговоров между Россией и США. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что это вероятно, хоть в какой-то форме бы это серьезное унижение США. До чого ведуть нинішні дії адмінки США? Ну, теж до зливу України. Ну, понимаешь, разница в том, что я же не говорю, что это хорошо, да? Не говорю, что и то хорошо, то тоже плохо. Но то может даже хуже, потому что тогда был шанс, очевидно. А в чем, по твоему мнению, причина инертности? А что ты имеешь в виду под инертностью Европы? Ресурсов же у них до хрена. Все сектора экономики есть. Почему они не поддерживают своего ВПК, не берут лидерство военной поддержки? Причина расхлаживания после падения стран УВД.
Да, наверное, нет, ну просто у них специфическая политика в целом, да, специфическая традиция политики сформировалась в том контексте, да, архитектуры безопасности Европы, в котором они существовали после краха Советского Союза. Вот. То есть никогда пред ними не стоял вопрос решения таких задач и никогда таких вызовов не стояло. Ну, на мой взгляд. Все-таки февраль и август какие-то нарицательные месяца для нашего региона. Вот вопрос, почему, да? Вот именно август. Много со знакомым, ну не то что спорил, дискутировал на тему, почему август. Откуда берет начало в 90-х вот этот август. Вот так да. Не наебешь, не проживешь. Сказал, ты видишь, какие, ну, этот самый, блядь, движ несется за глаза гнилой, гнилючий трамповский движ гнилых респов, туповатых, понял, родникообразных, да. Я не виноват, друзья, но, ну, так новостной этот выглядит. Злотый потик, как сок польский. Вы вообще, блядь, сдуреете, запустил стрим, пишут, ты же говорил, что не будет, блядь, вырубай. Это нормально. Так выглядит любовь, как в книге Оксаны Забушко, да. Ну реально ж, село не люди, це Оксана Забушко чи хто? Зарубити бабок, ви так говорите, будто бы, блядь, там миллионы на меня сыпятся. Я решил просто чуть здоровья потратить, посидеть с вами, позарабатывать болячек там и геморроя всякого. Выкурить лишнюю пачку сигарет. Вы хоть пачку сигарет отбейте, она 200 гривен стоит. Не, он там говорил не движ, другой политик. Другой политик говорил движуха. Движуха. Когда уже движуха свистит у виска, тогда уже страшно, страшно реально. Я это и так бы мог сказать. Меня бы спросили, ты хочешь, чтобы движуха свистела у виска? Я сказал бы, да нахуй надо. Хотя, блядь, тоже вот хотел бы сказать, что я не из тех людей, кто там никогда не говорит застой, а говорит стабильность. Но нет, я, конечно, не такой консерватор. Ну, в случае Украины это был застой в говне по колено. Ну, нет, даже не по колено, ну, по пояс, если не выше. Привіт тобі від дітей Ютубу. Да, ну вот интересно, да, что мемы, ну это просто культурологично. Интересно, что мемы вот 2014 года какие-то они все время проникают в наше поле, как какие-то достижения предков. Лижете, сосете, да. Многие думают, что это некий Денис Чернухин, хуй знает кто, хуй знает. Это легендарное то, чем мы жили тогда. Да, вот это лижете, сосете, это оттуда еще, с тех времен. Да, вот этот мем, ну реально укрнаступовский, да, про медведя, блядь, орлана и еще что-то там, блядь, забыл. Медвежонка, что ли? Ну да, и разная шизофазия на его тему с флагами. Ну вы поняли, о чем я. Мы хайпуем, это сложно сказать. Типа, нас смотрит, ну там, в сумме, блядь, хорошо, если 100 с чем-то колик. Записи потом смотрит еще типа пол там колика. Это анти-деньги, это анти-заработок. Я би це так описав. Отрицательні успіхи. Можна, це мені і пишуть Дешиндиру, саме це мені і пишуть. Ну, ви розумієте, зараз не зовсім від мене залежить, чи буде стрім, чи ні. Він залежить від того, що відбувається в світі, да. Ну, согласитесь. Трамп говорить, да, сука, говорить. Залежить, чи прийде сьогодні методичка. Іменно так. Сказали выйти защищать президента, значит вышли и защищаем. Может, я пессимист? Сейчас он нуждается в нашей поддержке как никогда. Нужно всем сплотиться вокруг нашего лидера. Ну тогда, может, я пессимист, но вот такое впечатление складывается, что этот весь движ, который сейчас несется очень плохо за глаза, плохо для нас закончится. Для нас, блядь, это, блядь, с первого дня войны понятно, что хорошо не закончится. Привіт, який прогноз? Скільки нас будуть ще контентом гучних заяв годувати? Пару тижнів чи пару місяців? Ну такої гучності довго не вийде підтримувати режим такої гучності. Такий режим, мабуть, ну, ще пару неділь до кінця місяця. Потім як-то, ну, должна бути якась передишка, ні? Давайте, друзі, зараз всі, от як у Башка, значить, блядь, флешмоб об'явимо. Напишем слова поддержки президента Украины, президенту в чат. Представьте, что президент, ну как минимум кто-то как из конторы точно читает сейчас чат. Напишем, как мы поддерживаем нашего президента и что рейтинг у него не 3%. Давайте все это напишем. Круто я придумал.
Это мне почему-то напоминает времена моей практики на учебе, где на каких-то местных выборах какой-то тоже царек мне сказал, чтобы я организовал какую-то самодеятельность, связанную со спортом. Ой, блядь. Зеленський це наш президент на даний момент. Так, він може бути поганим вибором, але це вибір нашого народу. Навіть якщо це поганий вибір, то нам лише розплачуватись за це. Але ніхто інший не має права критикувати наш вибір, зроблений у нашій країні, нашим народом. Зі сторони будь-якого лідера чужої країни це неповага до України та українців. Нам сейчас как никогда нужно единство и стойкость. Никто из нас таких выборов до завершения войны не допустит. Юлия Тимошенко. Сильная заява сильного политика, продуманного. Да, не какого-то легкомысленного политика, который живет интересами, скажем так, какой-то короткой перспективы одного дня, а сильного, продуманного политика, который видит ситуацию широко и в длительной перспективе. Большое ей уважение за эту продуманную позицию. Суки. Зеленський єдиний легітимний президент України у темні часи, коли світ захитався від буревію історії, коли вороги нашої держави намагалися похитнути її, фундамент був лише один лідер, який залишався на своєму місці, незламний і твердий, як скеля, Володимир Зеленський, єдиний легітимний президент України, обраний народом і підтримуваний волею мільйонів українців. Його легітимність не просто формальність, це просто результат виборів, де він здобув рекордну підтримку 73%, до речі. Це доведена часомістина, блядь. А, йобаний світ, це доведена часом істина. Думаю, що за часомістина? Да, ну тут хорошо тоже. Дякую, друзі, за ці теплі слова. Дуже приємно за вашу эту саму сознательну позицію. Зараз будь-яке криве слово в сторону правлячого режима мною розцінюється як прояв їхнього бажання зайняти його місце. Від опозиції. Ні, ну це логічно. Це і є боротьба за владу. А якщо без іронії, чому нам не підтримувати зараз Зеленського? Не знаю, підтримуйте. Какая разница, что вы, блядь, там будете делать? Это ни на что нахуй не влияет абсолютно. Ну как, отбила Европа шоколадного зайца? Я шоколадный заяц, я ласковый. Или, как я и говорил, ограничилась обеспокоенностью очень глубокой. Ты знаешь, даже, блядь, очень глубокой обеспокоенностью не ограничилась. То есть, ну, ее не было, да? Не знаю, как это сказать. Не проявили даже глубокую обеспокоенность. Зато сегодня, без всякого контекста особо глубокого, Башко постит его слова о том, что выборы нам не надо, единственный победитель выборов Путин. Но это правда, да. Трамп не собирается терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского. Белый дом. Белый дом, черные обои. Или белые обои, черная посуда. Ну вы поняли, Хилевельнюк. Из всех стримеров, походу, не конторским оказался только Рэмбослав. Сейчас еще Денчика послушаем. Послушай, Пати Панкейкс, послушай. Следующую вещь. Зеленський – єдиний легітимний президент України у темні часи, коли світ захитався від буревію історії, коли вороги нашої держави намагалися похитнути її фундамент, був лише один лідер, який залишався на своєму місці. Незламний, твердий, як скеля, ну і так далі. Я сам теж твердий. Так, що пишуть люди на Ютубі? Місцевий ларьок – це кличко по двору 95-го кварталу в мульті, по лору 95-го кварталу в мульт. Сказочная Русь, да. Сплотимся же вокруг нашего зеленого гетьмана. Веди нас, железный клоун. А ты как считаешь, какой реальный рейтинг Зелит? Какой пишут, такой реальный? Потому что в моем окружении все люди за 40 поддерживают, а молодежь, а этих людей большинство. А молодежь где-то за 25 тотально против. Ну, жить хочется. Ну, кстати, Хамасу обещали ад на земле. Трамп развел Нетаньяху на договорняк и свалил. А потом вообще забыл про ближневосточный регион. Так что и тут это может быть пустая угроза. Угроза чего? Еще ничего не обещали, пока що. Качурам на кепку мага. Кепка мага заборонена. Кепка мага прирівняна до символів тоталітарних нацистського та комуністичного режимів в Україні тепер. А один известный человек, который больше не среди нас, говорил, что сигареты курят те, кому нравится сувать в рот предметы в форме фалоса. Удачного стрима, Гой. Ну, я не знаю, предметы, блядь, сувать в рот. Я думаю, что хуй может, если нравится сосать, то это да.
Жириновский до смерти был оппозиционером. Ну да, и демократом, все-таки и партия такая. Двіж несеться за глаза. Тепер деколонізуємо ангел-мову і Макдональдс умовний чи ще рано. Подожди, щось таке вже було десь. Про англійську мову какая-то шутка. Ага, блядь. Да, это кто-то переделал, перестроил, переюморил такую старую хуйню, Гончаренко, народный депутат, там, где мы заставим уважать русский язык, там поставили английский язык. Очень смешно, очень смешно. Хотя Гончаренко один из немногих, хто питається в даних условиях. Треба вирішити конфлікт між Трампом та Зеленським шляхом бою за правилами ММА. Як у стародавні часи, я з вами не згоден. Якщо і вирішувати, то за правилами WWE. Не, ну а як тут не накручиваться? Я не знаю, даже это довольно такая интимная история на наших 100 человек в чате, Телеграме, но я ее расскажу, что вчера человек настолько следил за новостями, что прям на ходу заснул, как одна из версий. И записал голосовое сообщение, где он тупо час спит, короче. Да. Или, что тоже вероятно, как написал один человек, что, возможно, его конторское приложение на телефоне залагало и всю прослушку залило в чат его телефона. Вот. Мне приснилось, что за мной Толик Бабазавр с ножом бегает. Да, ты писал. Мне приснилось, что я иду по комнате, открываю холодильник, а там банка сладкой воды стоит, газировки. Ну, это не знаю ни о чем. А что если в теории Трампынявый придумал с Зеленским риторическую многоходовочку, что в очередной раз надуть как-то пыню? Вот такой копиум. А, да, нас надули, блядь. Оціни торс Арестовича по 10 баллочке. Но он там не торс, а что-то другое фотографирует, согласись. Какую-то такую зону сложную. Короче. Ну, эротику хорошо к ней отношусь. Не понял я, зачем он это сделал. Но раз сделал, значит надо. Хорошо отношусь. А, ну там по 10-бальній шкалі оцініть. Да 10 із 10, чого ж там. Я тільки не розумію, що пропонують ті, хто зараз згодні виборами. Щоб що? Кого обирати? Я согласен. Я против выборов, всегда это говорил. Ну, то есть не то, что против. Какая разница, да? Я скорее считаю, что выборы, ну, добьют Украину, конечно, определенно. Сам процесс выборов добьет Украину. Но речь же не об этом, правда, сейчас. Ну, как мне кажется. Но они заинтересованы, наверное, в офисе, да, чтобы в это все вставало в такую плоскость. Ты либо поддерживаешь полностью президента, клянешься ему в верности, либо ты, сука, за выборы. Да, уже писали такую версию, что Арестович сделал нюц, чтобы электорат женщины 40+ пофармить. Не знаю, хороший расчет. Но я повелся, хотя и не женщина 40+. Если бы у меня не было обязательств, то я бы уехал куда-то в деревню, где живет 10 человек, и жил бы в свое удовольствие. А какие у тебя такие обязательства? Знаешь, мне кажется, что исполнение любых мечт и желаний каких-либо требует, ну, не то что каких-то жертв, но каких-то усилий, да. И в том числе вот там отказ, пересмотр каких-то твоих обязательств ради того, чтобы уехать в деревню, это, ну, тоже усилия на пути к своему какому-то желанию, правда? То есть и когда я уезжал в деревню, я сталкивался с такой же хуйней. Но если ты кот из задрот из Украины, то я бы повременил сейчас с отъездом в деревню, потому что тут, конечно, не так сладко, как может показаться. А, жена и ребенок это гемор, да, это большая проблема. Ну, тоже, наверное, решаемая. Зависит от твоих возможностей. Если у тебя есть автомобиль, то это уже не смертельно. Ну, тоже, я такое в своей жизни сложно представляю. Если у меня был жена и ребенок, ну и типа там уже ребенок ходит куда-то в садик или в школу, то, блядь, это поменять очень сложно. Да, блядь, ты видишь, жизнь пиздец, конечно. Именно таким топливом, наверное, они и питаются, и где-то там черпают, походу, вдохновение для таких охуенных решений, которые они проводять. Говорять же, що президент читає коментарі. Арестович хотів таким чином зменшити пенсійне навантаження на пенсійну систему України. Ну, тут палка о двух концах. С одной стороны, да, кого-то мог хватить приступ, а с другой стороны, может, кого-то хватило, и он, наоборот, стал пенсионером. Хотя до этого им не был. Казав, що сьогодні етеру не буде. Друзі, я думав, що не буде, але бачите, двіж гнилой несется за глаза, нельзя игнорировать. Есть версия, которая родилась у нас в Резке, что Трампыня хочет провести держпереворот, чтобы убрать опять. Это я такое уже слышал. Ну да, бред, блядь. Бред, конечно. Думаешь, Зеля сольется или будет держаться до конца? Он 300 еврейцев, ты смотрел? Посмотри 300 еврейцев, и ты узнаешь ответы на все интересующие тебя вопросы. Гой реально думали, що Україна буде в шоколаді після усього цього? Ну, потрібно надіятися на краще.
Блін, я все одно не розумію іронії. Типу, зрозуміло, що нема жодної людини, яка б зараз на місце президента сяде і буде краще. Нема. Але це не привід його любити и целовать Иванус. Прочитал мысль в комментах ТГ, что самое лучшее лекарство всегда самое горькое. Может, в перспективе все будет лучше, чем мы думаем? Может. Хорошая мысль. Логіка, як говориться, железобетонна. Маргінал казав, що ти живий завдяки його податків. Интересная мысль. Но, скажем так, украинское законодавство не дает мне возможность в полной мере на нее ответить честно, на эту мысль про американські податки і їх роль в судьбі України. А бачив відповідь Залужного щодо його президентства. Ну там какая-то, що понял, називається будто ворованный фильм на кинокраде, короче, какая-то экранка и звук какой-то, звук как из жопы, ни хера непонятно. Так что я не выдержал и так и не знаю, что там по поводу президентства, но думаю, вряд ли он сказал, что я уже лечу, блядь, в Киев вставать президентом. Это не в его стиле. Да. Пацаны, это будут сложные 4 года. Не откладывайте дела. Хотите комп обновить, обновляйте. Я хочу шоссер купить, я его куплю. Это будут долгие 4 года. Это будут вспоминать, как сложные отношения между президентами Украины и США. Далее посмотрим. Ну правда, не откладывайте на завтра. Хотите шоссер, покупайте шоссер. Хотите комп обновить, обновляйте, пока живые. Если Залужный будет участвовать в выборах, то, очевидно, он победит. Не, я с вами не согласен, потому что нет еще политической борьбы, да, реально, которая должна быть перед выборами после отмены военного положения. А пока этого нет, сложно судить. Мало ли, может, мы узнаем, что, ну, какой-то компромат там на Залужного. Ну, я хуй знает. Выяснится, что Залужный виноват в каких-то проебах в армии. Возможно, даже во всех, блядь. Да. Табах плаче через антисемітизм в Україні від воєнних експертів на марафоні. Тільки це й бачив. І це база, саме так. Не знаю, что ты имел в виду, база, но база. Понятное дело, что опечка опечкой, но когда дело доходит до критики субъектности страны, то ну хз. Ну, скажем так, ограничение нашего суверенитета — это какой-то факт, да, которые сложились с началом войны. И тут дело даже не в критике, да, просто это критика как минимум вообще, возможно, в такой формі именно по этой причині. Чоловіки зможуть виїжджати за кордон. В Україні оголосять демобілізацію після скасування воєнного стану, якщо не буде введено жоден інший правовий режим. Нардеп Федір Веніславський. Можна ввести режим не воєнного стану, а чрезвичайного, например. Хочу попробовать коньяк Арарат 3 звезды. Не буду откладывать. Я пил когда-то коньяк Арарат, но не помню сколько звезд. Ну, нихуёвый, типа дорогой. Ну, как и любой коньяк, мне не понравится. Мне любой коньяк напоминает морилку для дерева. А если Украине не нравится Трамп и США, то почему их не послать и не взять все в свои крепкие руки? Ну, потому что руки не такие и крепкие. Что думаешь про пост какого-то ТГ-канала якобы на Трампа в ФСБ есть колпромат сексуального характера? Думаю, это правда. Если Залужный будет участвовать, то после срока он станет главным зрадником, как и все предыдущие президенты, да. Я хочу, чтобы какой-то президент, я хочу, чтобы какой-то журналист спросил Трампа: господин президент, недавно вы назвали Зеленского диктатором. Кто, по-вашему, Владимир Владимирович Путин? 22 года у власти до войны, если СВО считать войну. Там же Ющенко, Тимошенко, Порошенко, Зеленский сменился. А кто хуйло тогда? Я хочу, чтобы этот ответ услышали мага. Да, шусер — это велосипед. Я думаю, он скажет, что Путин — это его дорогой брат. Ретривер Кобальт пише на ютубі: в мене є квартира в неокупованому Запоріжжі. Як думаєш, коли віддамо Запорізьку область? Ну, вряд ли віддамо, може заберуть, да? То мені компенсують хуй на воротник або нададуть щирі співчуття. Ну, думаю, скоріше хуй на воротник, конечно. Трамп в 90-х получив жовтого дощику або живчику на лице в Києві. Такий компромат. Це можливо. Уже такую версию компроматскую где-то, блядь, мы рассматривали, но не помню где. То ли на Байдена был. Кто-то продвигал теорию, что на Байдена, по-моему, есть компромат в Киеве. Маговики в Твиттере в один голос подпёздывают против Зе, расписывают, какой он диктатор. Именно этим мы сегодня и займемся, ты не поверишь. Не будучи, правда, ни маговиками, ни сторонниками выборов, ни еще чем-то таким, но будучи последовательными критиками
политики президента Зеленского. Как вам идея совместного стрима с Итипедия плюс пиар? Где я, блядь, где Итипедия? Почему нельзя было заранее налаживать связи с Трампом, а не поносить его? А я не знаю, какие реально межличностные именно отношения сложились, да, по итогу после скандалов на начале каденции президента Зеленского, на конце каденции Трампа. Я не знаю, какие реально отношения сложились между Зеленским и Трампом. Возможно, они у них сразу, эти отношения были плохие. Ну, известно, что офис президента Украины, да, Андрей Борисович Ермак, как глава офиса президента Украины и как человек, на котором смыкается во многом внешняя политика Украины, рассчитывал на победу Камалы Харрис в этих выборах по неизвестным мне причинам, но тем не менее. Просто не до конца понятно, чего там можно было сделать. Не, ну я не говорю, что там и Ермак, что-то не Ермак, я просто пытаюсь описать настроения, какие были, ну, на мой взгляд, пытаюсь гадать на тему того, какие настроения были в офисе президента, да, и с кем они там пытались, не пытались выстраивать отношения. Просто по поводу Ермака для меня вообще ничего не ясно. Серая фігура, ну в смислі, вот вона на поверхності лежить. Ну тоді Зеленський має бути у захваті від ідеї проведення виборів, якщо настільки популярний Ілон Маск, так мільярдер, відреагував на заяву президента України про рейтинг у 57%. Наступний твіт Трампа. Гойда, brothers and sisters, гойда. Ладно, Ден, але ж ти згоден, що закид про диктатуру 4% та знищені міста, це, да, блядь, он постоянно тако, блядь, вы так удивляетесь, будто он первый раз это сказал, он постоянно говорит любую такую хуйню, которая ему нужна. Но дело в том, что он может ее позволить себе говорить с какими-то своими целями, и, ну, это смешно выглядит, доказывать ему, что господин Дональд, вы ошиблись, блядь, у нас рейтинг вот такой, блядь, а не такой, вы неправильно говорите, не все города уничтожены, далеко не все, типа, только часть. Ну, это пиздец. Да, каждую неделю новые цифры потерь, 20-этажные дома, разрушенные тысячелетние церкви и прочий другой бред, на котором мы акцентировали внимание. Как правильно заметил сам президент Зеленский в интервью Лексу Фридману, что президент Трамп поразил меня тем, что он именно умеет хорошо и вот хорошо справляется с тем, что вдается глубоко в детали и во все тонкости. Это правда. Так це буквально наклеп. Він несе хуйню, але ж він не хуй згори. Ну да. Ну что теперь сделать, поплакать? Я же говорю, здесь можно только посочувствовать. Ну а понимать, что требование Трампа слить зелю — это изначально требование пыни, на которое пойдет Америка. Ну да, он не первый раз говорит про выборы, просто мы с вами находимся в небольшой эхокамере, да, но я не знаю, как это выразить, украинской пропаганды, нехай будет, да, где они, ну, долгое время, наверное, до момента сейчас, по крайней мере, старались, конечно, обходить стороной этот момент, и вот уже после того, как Трамп говорил о выборах, да, и, ну, не Трамп, в Белом доме комментировали о выборах в Украине, и говорили, что война — это не ключевой там фактор. Уже после этого президент Зеленский говорил, что, ну, о выборах говорят только, блядь, там в России и все такое. Я к чему, что тема выборов и какая-то, скажем так, ну, тут дело даже не то, что в выборах, а в том, что, видимо, скажем так, не теплые нихуя отношения между Зеленским и Трампом. Это как-то стало понятно довольно рано. Довольно рано. Еще задолго до вот этих переговорных процессов. И это я тоже говорил на стриме, но не помню на каком. То есть, чтобы сотрудничать с США, ОП надо утереть нос и провести выборы, и отдать ресурсы взамен на нихуя. Ну, я бы так сказал, что надо отдать ресурсы взамен на нихуя. Надо пойти, надо принять полностью ту модель переговоров, которую они требуют. И, видимо, в этом основной сыр-бор, и в этом, наверное, причина обострения, да. Попытка президента Зеленского как-то меж каплями пролавировать. В смысле, ну, как-то подвергнуть критике тот формат переговоров, который США проводят. Наверное, в этом все-таки основная проблема. А в ретроспективе, как относишься теперь к попытке договорняка в 2022 году? Да так же, как и к сегодняшнему, да, к тому, что не могло случиться по множеству причин. Я все время думал, что станет катализатором мирных движений. Честно, я ожидал, что Зеля все-таки сжалится над гуями, которые еще до занесения в разряд ресурса последовательно вымирали. А когда начался движ с третьей стороны, то это вселило надежду. Кто мог ожидать, что можно так насрать? Ну это вполне, блядь, ожидаемо. Меня единственное, что теперь интересует, где предел дальше, до которого он не пойдет. Уже не удивлюсь, если это будет не 21. Видимо, год рекрута, да? Не знаю, но четко знаю, четко понимаю, что без, конечно, американской помощи далеко пойти не выйдет.
Дэн, слышал новость о скамкоине от пана Милея, да, слышал. Как он, по примеру пана Трампа, Гоев прогрел? Да нормально прогрел. Ну, я там не углублялся во все тонкости этого скандала, но говорил людям, что, блядь, не сотворите себе кумира, потому что будут потом такие последствия, будете в дураках. А пыне какой толк, что зелени не будет. Типа дохуя пророс кандидатов на выборах. Но он понимает, что основным, скажем так, основной темой борьбы вот этой электоральной, да, борьбы перед выборами будет вопрос войны, да, и это так разложит нашу страну, что она, ну, утратит всякую обороноспособность вообще. И какой бы ни был следующий президент, ему, ну, неизбежно придется все вешать на власть прошлую и на прошлый курс, который власть придерживалась, да. Также вопрос того, ну вот какие тоже межличностных отношений конкретно Путина и Зеленского. Ну, наверное, Путин не очень любит, точнее, очень не любит лично Зеленского, считает его и недоговороспособным и все такое прочее. Но это если говорить о его интересе, да, почему он хотел бы, чтобы куда-то дели, куда-то убрали. Пана президента. Фільм «Не дивіться вгору» дуже актуальний, гляньте, да, обязательно гляньте, великий, блядь, фильм. Охуенно. Как он только связан с тем, что происходит, не до конца понятно. Там же не только ресурсы, а половина всех доходов на нихуя. Но мы этого доподлинно не знаем. Ну, в смысле, да, ограбить Украину. Тут ключевое не это, а то, что это никаких не дает нам гарантий в будущем. А это только как бы плата за то, что уже дали. Ну, то есть полный развод, разводняк, разводилово. Полное разводилово. Полное разводилово. А разве сделка с ресурсами не будет своего рода гарантией безопасности? Я отвечал на этот вопрос много раз, нет сил повторяться. А они, по крайней мере, это так не видят. А нахера им выборы? Разве в Украине есть потенциально пророссийские кандидаты, на кого они надеются? Они надеются, и точнее не безошибочно, правильно надеются, что выборы просто сделают Украину необороноспособной мгновенно. Вот. Ну а нужно ли говорить, что даже если президент Зеленский выиграет выборы, понятно, придется проводить в пакете с выборами парламентскими, ну и такой власти, которая была у него сейчас, у него уже точно не будет. Такой сильной власти. А тут парадоксальная ситуация, что Трампыня хочет слить Зелю и Пешечку. А я замечаю, типа, немало людей из принципа ЗЗ готовы голоснуть. Вы, блядь, вообще с дуба упали. Вы нахуй выводы делаете по одному сегодняшнему дню, блядь. Ну вы что, на приколе совершенно или что? Пацаны, проблема выборов не в урнах, типа, да, не в смене людей, а в самом этом процессе очень тяжелым и очень разрушительном, да. Ну, и именно во время этого процесса мы увидим только как что-то похожее на реальный какой-то расклад сил. К тому же, ну, нужно ли говорить, что сейчас наше информационное поле уже далеко не выглядит так, как оно выглядело тогда, да, тогда у нас не было таких ломов государственных, как сейчас, ну, лояльных политической силе президента, которые, ну, вот создают такую эхокамеру всеобщей поддержки. Да, ну, знаете, все время вспоминаются мне слова одного другого политика, перспективного. Это что, взбодрили нормально. Взбодрили нормально. Он ехал из штаба в Ростове, да, по-моему, в Ростове-на-Дону. И там журналист спросил у этого перспективного политика в окно ленд-крузера, да, одно слово, вот это одну фразу, что взбодрили нормально всех. Все вообще сейчас только так можно характеризовать, взбодрили нормально всех. Давайте еще одну сигаретку перед новостями. Интересно ваши мысли почитать. Разошлись ви не на шутку. На фоні цієї хуйні охуєнно звучать пасти на кшталт Арестовича про те, що ленд-ліз невигідний. Того ми беремо лише безкоштовну допомогу. Берем то, що дають, это понятно, думаю, чітко. Ой, блядь, тяжелый сегодня, сука, стрим, конечно, будет, блядь. Надо было, блядь, все-таки, блядь, не заводить. Якщо потужний хоче втерти всім хейтерам носа, то хай розкулачує прокурорів і депутатів, на всі бабки купує дронів. Саме так, весна прийде, саджати будемо. Вже, до речі, скоро весна. Как думаєш, що то й дожмуть к переговорам до того моменту, поки окончательно фронт м'ясом не закидаємо? Не знаю, що ви маєте на увазі, це взагалі, що ви пишете, непонятно. Имеет ли смысл тейк, что в случае, если власти удастся пропетлять мимо плохого договорника, мы пойдем мясом, опять-таки, что вы таке пишете, яким мясом, что вы маєте на увазі, вы Россию маєте на увазі, без помощи США, лишь чтобы отсрочить политсмерть верхушки, или эта ипсоха дает плоды. Я не буду на это отвечать, бо это сильно жестко. Да я как-то понял, не ожидал такой гойды, типа градуса такой гойды патриотичной реально.
Ну, это такое дело. Просто суть же не только в требованиях самих по себе, а в том, что и Трамп предъявляет эти требования официально и публично всем на показ, не только на показ РФ, но и Европе. Так что это унижение максимальное. Лафа при бедо не закончилась. Ну да, унижение. Это факт. Да, с салом. Смешно. Если бы не было так грустно, все-таки не ровен час і сам этим салом или м'ясом станеш. А чого ти очікував, якщо люди асоціюють себе з державою, обідали державу персонально образом, так не державу ж обідали все-таки. Я не ожидал таких эмоций и любви. Хотя кого я обманываю? Чик-пыздык, чик-пыздык. Я обращаю ваше внимание, кстати, что как-то вообще похую абсолютно на визит Келлога. Дрони летять. Сьогодні була якась там, блядь, тривога баллистическая. Тоже интересный момент, кстати. Думал, будет тишина. А о чем на этих переговорах договорились диппредставительства? Взад вернуть и переговорные группы создать. Что страшного-то? Ну, президент чувствует, скажем так, куда развиваются события, в каком направлении. И его этот результат не устраивает. Он пытается найти альтернативы этому. Из-за попытки найти эти альтернативы его вот это... Ну так, да, с ним обратились. Вот ты называешь Зеленского постсоветским еврейским манкуртом. Кто, я? Не, я говорю, что он, блядь, легитимный и охуенный, и вообще... Всем бы такого, блядь, лидера. Никогда такого не говорил, не знаю, что имеется в виду. Что ты имеешь в виду, не знаю, что имеется в виду, хуй его знает. Будь я у власти, пишет человек в чате на Твиче, будь я у власти, я бы всех гнал на фронт до последнего. Только перемога. И сидел бы в кресле максимум. Не знаю, понял, кей-поп лавер, нет сил на это распинаться. Ну просто специфических в культурном смысле, да, в культурном смысле культурной идентичности специфических людей порождает наш юго-восток страны промышленный. Вот, я это пытался сказать все время. Это просто в контексте того, что, ну вот раньше в Украине когда-то в былые времена была пропаганда про вот это первый, второй, третий сорт, и откуда-то оттуда запустился миф, что какие-то мифические, блядь, западенцы, да, захватили всю Украину, и как там Арестович говорит, да, пытаются там какую-то Галичину построить. Это все полный бредер, блядь. Зеленский будет новым президентом России. Будь я у власти, я бы делал так, как сейчас есть, потому что сейчас все правильно, саме так. Зеленський – це чудовий приклад того, як щирі інтенції до кращого і старання далеко не дорівнює нормальний результат. Ну да, это же несправедливо, согласись. Ну я согласен. От блогер був ровенський киянин в Тік-Ток. Схоже, забрала СБ його. Переживаю за стрімера тепер. Да, всі там будем, блядь. Так, не зарікаємося. Ну надія ще є на те, що росіяни самі дадуть потужної струї собі в штани, і воно все якось саме розпітляється. Ну для нас навряд чи. Але все можливо. Поки що струя в другому місці, блядь, в другому. Навіщо нам світ без Зеленського? Ми то в рай, а вони просто здохнуть. Краще не заганять в угол Зеленського, це факт. Угу. Струя бобра. Это лекарство Путина, кстати, да, как известно. Украина уже як той качур доходяга. Я, кстати, хочу сказать, что буллинг немного прекратился среди качок. Может, это мнимое улучшение, и просто завтра качур сдохнет. Но нужно сказать, что как-то они стали дружнее жить. Не знаю от чего. Качур доходяга, так я его и не съел. Гітлер теж мав щирі інтенції до кращого і старання. Далі додумайте самі. Что ты имеешь в виду, блядь? Ты что? Это раз. А два? Ты мне напомнил, как сегодня Андрей Борисович порадовал нас интеллектуальной пастой про то, кто там сдался, кто там верил, кто там... Блядь, самое забавное, что буквально прошлый или позапрошлый стрим кто-то это же писал в чат. И ответил я той же иронией, но сейчас уже вторичной. Даже не стал этот фрагмент искать, чтобы его как-то залить, потому что и так... Понятно. Это, ну, забавно, ни больше, ни меньше. К чему считаешь, все это приведет? Ни к чему хорошему. Эпоха войны в Украине завершена. Советник Трампа по нацбезопасності World School. Де некто і пропозиція, щоб на виборах могли голосувати лише люди, а не мавпи. Мавпа, лупіздрик. Мені нема що додати до цієї охуїтельної позиції. Гійда, Єрмак твої стріми дивиться, походу. Возможно, то Єрмак в чаті і написав. Холодна війна між Україною і США за владу над Росією, я вважаю. Можливо. Трешак, блядь. Трешак. Ну вот все просто, что я выписал, оно уже, наверное, устарело, нахуй. Я вот как-то писал простыню, но ты заигнорил. Может, проблема Зеленского
Я не увидел, прости, друзья. Я нарочно не игнорирую, могу, блядь, проебать. Потом на записи смотрю, действительно пропустил. Может, проблема Зеленского и в целом офиса президента, что у них каких-то глубоких, что у них каких-то глубоких политических убеждений нет, ни либеральных, ни коммунистических, ни еще каких-либо. Просто люди не знают, к какой точке тянуть эту страну и как ценностно себя позиционировать во внешнем мире. И поэтому такой результат. Что думаешь? Ну хорошо, давай представим ситуацию, где у них это есть. Что бы это им реально дало в условиях, которые сложились, да, полного очка, дефицита ресурсов везде тотального. Ну, одним, блядь, коммунизмом или там либерализмом сыт не будешь, танки из либерализма не построишь и чего-то такого. Это минусы, конечно, что этих там картин не было, но вряд ли в таких серьезных, тяжелых сложившихся обстоятельствах нам бы это помогло. Вот что я скажу. А, да, думать, что проблемы в ценностной плоскости лежат между президентом Зеленским, офисом президента и администрацией Трампа, да не, блядь, это заблуждение, мне кажется, глубокое. Ну, то есть у Зеленского, скажем так, у пана президента Зеленского не было шансов входить в тот клуб трамповских подсосов по стилю Орбана там і вот так. Потому що він президент України, да. Щоб було свіже і актуально, треба підрубати, коли у Трампа середина дня. А когда у него середина дня? Он же рептилоид, я не знаю, когда он, блядь, просыпается, когда ложится. Чем он вообще живет, я, честно говоря, это не знаю. Блядь, ну это кал, конечно, полнейший. Як тобі на хрюк, що надрані такі багаті у нас, да, вроде это известно было и до этого, да, ну, не такі багаті. Они ж там, ну, по одной из версий не только надра хотели, а хотели что-то реальное. Портовую інфраструктуру, там еще какие-то сектори економіки, як писали. Мені здається, що все простіше. Якби була економіка, то не треба було воювати салом. Ну да. Ну її ж не було. А війна вже йде. Там Бутусов стрім робив по системі оцінок ефективності підрозділів. Батальйон, яким командує Ляшко, потрапив у 20 найефективніших серед всіх бригад, полків та батальйонів. Буду за нього голосувати на наступних найдемократичних виборах. Да, тоже там майором служит знакомый, и верю, что реально там эффективность, наверное, въебейшая, высокая. Чтобы назвать президента такой страны диктатором, нужно очень много цинизма. Президент Чехии Петр Павел прокомментировал слова Трампа. Премьер Норвегии назвал Трампа глубоко несправедливым. Ну, понятно, молодцы в целом, поддерживаю их позицию. Чем богати, тем и ради. Уже бы брали, что хотели, да заканчивали. Вон, скоро за Тайвань воевать, надо готовиться. Ну, так они и готовятся нашей ценой, правда? Да, пійте чай з ромашкою, гуляйте на свіжому повітрі, але лучше не по вулицям. Як думаєш, чому Зеленський за допомогою дронів і допомогою Заходу, плюс нові контракти для молоді 18-20+, плюс нові податки, пережити при владі все президентство Трампа. Плюс є Турція, в якої можна купувати БК. Та не, думаю, это невозможно. Опять-таки, они же не будут сидеть сложа руки, в смысле, если президент не согласится с волей Трампа, да, и его никто не спасет, по всей видимости, из третьих игроков, то они-то тоже начнут предпринимать какие-то другие, начнут применять какие-то другие, наверное, инструменты давления для того, чтобы склонить его к своим условиям. Ну, я это так вижу, да. Вряд ли они будут сидеть и ждать, чем там, куда что вытечет. Ну, а может, я заблуждаюсь. Извини, если предыдущий вопрос был слишком провокационный. Просто не понимаю рвения найти поддержку Европейского Союза как приоритетная часть решения, если это так же плохо, только гораздо кровавее. Ну, знаешь, у них свои умы. Они считают, что тот вариант, который предлагают, не до конца даже понятно какой, но может они понимают лучше, да, я все-таки не обладаю их полнотой информации, считают его неприемлемым. Не будем, блядь, реально, такой сейчас градус психоза, если я скажу, что это, возможно, связано с какой-то, с какими-то амбициями, блядь, касательно удержания власти, то это будет, наверное, слишком. Не знаю почему. Просто это на самом-то деле довольно естественно, не обвиняя президента, не вынося никаких оценок его личным качествам, качествам его как политика, да, вполне естественно, что ключевым всегда является вопрос власти все-таки, но это основа основ всего, естественная, как дождь с неба и восход солнца, да, и если это становится ценой чего-либо, это мгновенно становится ценой неприемлемой, автоматически, просто другой вопрос, что это должны понимать и люди, которые там думают над судьбой Украины, да, что если они будут ставить вопрос, который будет затрагивать какие-то такие вещи, как Конституция Украины, да, напрямую ей перечить, или такие вещи, как ставить под угрозу власть действующей политической силы, то есть, ну, приговаривать ее к самоубийству, все эти вещи для Украины и украинского керівництва мгновенно становятся неприемлемыми, да, понимаете?
Это то же самое, как там и договорняк, вот тот, который вы называете 2022 года, да, по горячим следам. То есть то же самое, да, предлагать такие заведомо неприемлемые условия, это понимать их неприемлемость означает. Вот, и тут не то, что это зависит сильно от личных качеств президента или там его команды. Ну, это вот так. Я вижу. Да, друзі, пишіть свої думки. Давайте спробуємо. Да, переходимо к новостям. Так, добре, товариші. Ну, дуже дякую всім, хто сьогодні прийшов. Бережіть себе, особливо у ці важкі часи. У ці важкі часи особливо бережіть себе ментально. Не підігруйте ментальній гойдалці в інформаційному просторі. Бережіть своє ментальне здоров'я. Все одно це мало на що впливає. Дуже був радий вас бачити, друзі. Дякую, що писали в чат свої думки. Дякую тим, хто донатив. Спасибо всем, кто сегодня пришел, друзья. Люблю вас, целую, обнимаю. И до встречи. Ну, я хуй уж знает когда. Ну, надеюсь, не завтра. Надеюсь, до встречи в пятницу, развратницу. Это классика нашего жанра, в общем. Да, берегите себя, друзья. Люблю, целую, до встречи.